Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. Традиционно начну с анонса. В первой части видео речь пойдет о вышивке. Я поделюсь с вами своими достижениями за прошедшие 2 недели. В работе у меня сейчас одна большая многоцветная картина «Базарный день». Затем, не отрываясь от своего занятия, мы вновь отправимся в путешествие по страницам истории. Сегодня нас ждет Древний Китай. Китайская цивилизация – одна из древнейших в мире. Зародилась в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы, где в поселениях древних земледельцев появились первые города и государственные объединения. В 2000 году увидел свет древний китайский город, скрытый толщей земли более 3000 лет. Исследователи называют его Хуанбэйшан. Это новейшая глава в повторном открытии культуры Шан-Инь и других культур бронзового века. Династия Шан-Инь перестала быть мифом благодаря брюшным черепашьим панцирям, которые, как оказалось, представляют собой отнюдь не только лекарственную ценность, а началось все с малярии. Но об этом и о том, как древние письмена ученым, стремящимся заглянуть в далекое прошлое, говорили только о будущем, и пойдет речь во второй части видео. И еще узнаем, как же прорицатели с помощью гадальных костей заглядывали в то самое будущее, и какие находки ставят ученых в тупик. Итак, следующая глава нашего путешествия – Древний Китай – с разными культурами на его территории и разными цивилизациями. А сейчас вышивка. 7 декабря. Вот с этой позиции я и начну свою очередную 2-недельную вышивальную эстафету. Посмотрим, насколько удачной она у меня получится. 7 декабря и плюс 1050 крестиков. Вот так, как по мановению волшебной палочки. Все, готово. Красота у нас очередная. Вот оно, ограждение. Сплела, можно сказать, из крестиков. Вычурная, узористая, красивая. Небо, вдалеке пейзаж какой-то виднеется. Что-то зелененькое. Видимо, леса, горы, что-то такое есть. Все, друзья, сейчас немножечко отмотаем канву и будем вышивать дальше. А сейчас запечатлим, как выглядит работа до перемотки очередной. Вот такая красота. Десятое декабря. Сейчас мы это свободное чистое поле будем соединять с красивыми ниточками ДМС. Итак, здесь должны будут появиться вещи и первый покупатель, который внимательно их рассматривает и выбирает что-то для себя очень важное. Вышила 960 крестиков. И вот такой результат совершенно непонятный получился на канве. Еще 1000. И все так же не совсем понятно. Ну, хотя вот образ, облик женщины вырисовывается. Вот она руку подняла, там что-то трогает. Ну, посмотрим, как будет далее. Итак, готова палатка галантерейно-хозяйственная у нас. И первый покупатель, который выбирает товар, это дама
Головной убор у нее такой красивый, с лентами темного цвета. Вот она подняла руку и что-то рассматривает. Я так понимаю, выбирая для своего любимого либо шейный платок, либо галстук. Рекомендую приобрести вот этот. Он и костюм подходит, и глаза. И еще один персонаж у нас здесь наметился. Это продавец. С какой надеждой он смотрит на покупателя. Надеется, что он будет щедро вознагражден за свои труды. Да, персонажи не сильно четко видны, но они далеко не первого плана. Ну что ж, посмотрим, как будет дальше. А вот и следующий фрагмент картины, который я буду вышивать. Заканчиваться он будет там, где начинаются ограждения фонтана. Немного захвачу сам постамент, закончу торговую палатку и двух персонажей. Так, уже появился, можно сказать, намек на представленных ранее персонажей. А вот и наши первые, так сказать, покупатели. Нежного пола, женского. Вот одна дама, вторая, третья. Золотоволосая, какая красивая. Подобрала прическу, все вверх. Вот у нее ушко. Смотрит тоже куда-то задумчиво. Ну и продавец мужчина. Вот оно, его лицо, как мне кажется. Ну вот так я решила. Так, а чего это они все от нас отвернулись? Покупатель какой-то скучный пошел. Все ему не весело почему-то. Да, вышивались эти области совершенно несложно. Легко, правда, единички, конечно, разноцветные. Вот, допустим, крыша палатки – это не просто светлый золотистый цвет. Здесь и оранжевый, и каких только цветов нет. Я не знаю, действительно ли они так необходимы, камера не передает. Ну, издали, конечно, замечательно смотрится. Так, будем передвигаться далее. А далее нас ждет пытошная в виде виртуозно обрешетченного фонтана. Видимо, она должна надежно защитить от утопления тех, кто, желая испить водицы, вскарабкается наверх каким-то чудным образом. Но мы такие участки уже проходили, знаем, справимся. В правом нижнем углу уже стремительно пытается появиться еще одна героиня картины. Скоро мы с ней познакомимся. Друзья, мне эта дамочка на данном этапе напоминает Лизу. Ну, Мона, которая. Ну вот, уже преображается наша красавица. Вот так вышивается ограждение. Ну, Матерь Божья, ну как тут не потеряться, а? Люди! Ау! Друзья, не надо оваций, просто любуемся. Лицо красавицы получилось безупречно. И цвет, и овал, и аккуратные ювелирные, так сказать, губки, носик, большие глаза. Все смотрится замечательно и вышивалось легко и приятно. Конечно, не без единичек. Основание фонтана тоже далось легко и незаметно. Не было жуткого нагромождения разных оттенков, а вот ограждение – это смесь всех цветов и оттенков. Светлая часть металлических элементов состоит из всевозможных светлых красок нитей, темная – темных. И все это усугубляется фоном, который просматривается между коваными деталями решетки. Крестики расположены россыпью в крупном шаге друг от друга. В общем, у черепичных крыш лидера по сложности вышивки появился
серьезный конкурент, ограждение фонтана. Вот такая красота в работе. А вышита эта красота уже почти на 26%. В крестиках это составляет 90 тысяч. За прошедший период мне удалось вышить 10 550 крестиков. И впереди еще нас ждут 256 450 крестиков. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, что вдохновляете меня своими просмотрами, подписками, лайками и комментариями. А сейчас настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Начало Китая. В 2000 году увидел свет древний китайский город, скрытый толщей земли более 3000 лет. Исследователи называют его Хуанбэйшан. Предполагают, что он был построен в XIV веке до нашей эры, во времена расцвета культуры Шан-Инь в долине Хуанхэ, приблизительно с 1600 по 1045 год до нашей эры. Двойное название династии объясняется тем, что задолго до начала раскопок участок вокруг последней столицы Шан называли Иньцюй, развалины Инь. Раскопки Хуанбэя – новейшая глава в повторном открытии культуры Шан-Инь и других культур Бронзового века. Дело в том, что еще 100 лет назад династии Шан-Инь словно вовсе и не существовало. Ее следы были потеряны так же, как следы древнего города. И только в исторических текстах времен династии Чжоу, правившей через сотни лет после падения династии Шан-Инь, о ней сохранились какие-то упоминания. О падении династии Шан писали, что это было наказание за порок. Она погибла в пьяном угаре. Китайская научная традиция признавала эти источники, однако многие западные исследователи считали их недостоверными. И вот на протяжении XX века все чаще стали появляться убедительные подтверждения существования династии Шан-Инь. Массивные изделия из бронзы, погребальные комплексы, где людей тысячами приносили в жертву жестокой вере, кости животных, использовавшиеся для гадания и покрытые таинственными письменами. В других частях Китая археологи способны издали распознать признаки древних сооружений. Холм может быть могильным курганом, а горная гряда – древней стеной. Но в этом уголке провинции Хэнань разливы рек и осадочные горные породы похоронили прошлое глубоко под землей. Ландшафт на протяжении веков менялся, поэтому для археолога недостаточно 3 привычных измерений. Иначе увидишь лишь то, что находится на поверхности. К тому же следует учесть еще один фактор – время. Можно смотреть вокруг и ничего не видеть. А на самом деле именно здесь находился первый город в этой местности. Все началось с малярии. В 1899 году в семье специалиста по древнекитайским текстам Ван Эцзюна кто-то заболел малярией, и Ван Эцзюн послал к аптекарю за испытанным средством – брюшным черепашьим панцирем, который надлежало растереть в порошок и принимать внутрь. Панцирь доставили и уже собирались измельчить, как вдруг кто-то заметил на них странные письмена. Для обыкновенного грамотного китайца эти знаки на первый взгляд были нечитаемы, однако филологу нетрудно было распознать в них и ранние формы китайской письменности. Ван Эцзюн стал первым крупным коллекционером черепаховых панцирей с надписям, которые он скупал в аптеках. Его научные изыскания оборвались в 1900 году, когда в Китае вспыхнуло восстание, направленное против иностранного проникновения в страну. Ван был государственным чиновником, и он хоть и не имел желания участвовать в боевых операциях, вынужден был принять на себя командование одним из мятежных отрядов. В течение многих лет после смерти Ван Эцзюна
Не прекращались споры о назначении предметов, которые аптекари окрестили драконьими костями. Ясно было, что они представляют собой отнюдь не только лекарственную ценность. Антикварные рынки Пекина и Шанхая наводнили фальшивками, и пока ученые подтверждали или оспаривали подлинность драконьих костей, жители деревушки Сяотунь, где было обнаружено крупное захоронение черепашьих панцирей, просто помешались на торговле этими находками и погрязли в ссорах и драках. Однако за всем этим хаосом в интеллектуальной жизни Китая последовали революционные изменения. В 1911 году, после падения династии Цин, образованные люди стали все чаще обращаться к западной науке и философии. Чтобы осмыслить настоящее, надо было по-новому взглянуть на прошлое, и археология могла в этом помочь. В 1928 году недавно образованная Академия Синика отправила в Сеатунь экспедицию. На этом проекте было воспитано целое поколение китайских археологов. Первые раскопки, сделанные по следам торговцев и грабителей, сосредоточились на поиске знаменитых черепашьих панцирей. В 20-30-х годах прошлого века было обнаружено около 100 тысяч фрагментов с надписями, и благодаря этим находкам династия Шан-Инь перестала быть мифом. Изучая древние письмена, ученые стремились заглянуть в далекое прошлое, хотя эти надписи говорили только о будущем. Например, в течение следующих 10 дней несчастья не ожидается, или беременность правительницы Фухау будет успешной. Как станет понятно дальше, имелось в виду рождение мальчика. Прорицания на гадальных костях касались войн и урожаев, болезней и рождения детей, словом, почти всего. От зубной боли правителя до потенциальных несчастий, которые могут обрушиться на столицу. Подробно описываются жертвоприношения как животных, так и людей. Все высказывания чутки и лаконичны, но при этом некоторые из них звучат сквозь столетия необычайно таинственно и красиво. Днем радуга тоже пришла с севера и пила из Хуанхэ. Как же прорицатели с помощью гадальных костей заглядывали в будущее. Брюшные панцири черепахи или лопаточные кости крупного рогатого скота, и то, и другое предоставляет плоскую поверхность для письма, тщательно чистили и делали тоньше. Затем к кости прикладывали раскаленный предмет, и на поверхности появлялись трещины. Их-то люди эпохи Шан-Инь и воспринимали как послание из иного мира. Предки словно отвечали на вопрос прорицателей, и этот ответ записывался. Рисунок, который давали трещины, толковал сам прорицатель, и это толкование обычно вырезалось на той же самой кости. Иногда придворные гравюры отмечали, сбылось пророчество или нет. Вот одно любопытное послесловие. Через 31 день правительница Хау родила. Роды были неудачными. Это была девочка. Гадальные кости говорили о людях, которые упоминались и в традиционно признанных источниках. Это лишний раз доказывает, что речь идет о реальных исторических персонажах. Например, часто встречается имя Удина, 21-го правителя династии Шанынь, а также его супруги Фухау. Надписи на гадальных костях продолжают династическую линию вплоть до Ди Синя, 29-го и последнего ее правителя, потерпевшего примерно в 1045 году до нашей эры поражение от представителей династии Чжоу. Итак, события, которые отражены в гаданиях, охватывают более 150 лет, завершающих эпоху Шан-Инь от 1200 до 1045 года до нашей эры. До 20 века историки не знали ни о существовании детально разработанной системы предсказаний династии Шан-Инь, ни о жертвенных ритуалах древней культуры. Раскопки в Сеатуне, проводившиеся с 1928 по 1937 год, открыли 1000 захоронений, в том числе 9 огромных могил, где, как предполагалось, были погребены последние правители династии.
Крупные захоронения разграбили много веков назад, однако свидетельства о кровавых жертвоприношениях сохранились у них до сих пор. В одном из могильных комплексов были обнаружены останки 74 человек, которые были обезглавлены или изуродованы перед смертью. Духи династии Шан-Инь постоянно требовали крови. Ученые пришли к выводу, что за последние 250 лет правления Шан-Инь в жертву было принесено более 13 тысяч человек. После раскопок в Сеатуне эту династию часто называли жестокой, так как ей требовалось множество рабов для жертвоприношений. И все же вряд ли в этом случае можно говорить о рабстве в привычном для нас значении этого слова. В жертву приносили чаще всего людей из других племен, которые, не будучи формально ни рабами, ни военнопленными, каким-то образом находились в зависимости от Ценные находки в Сеатуне были сделаны как раз в тот момент, когда Китай подвергся нападению. В 1937 году японские войска продвинулись вглубь страны, и Академия Синика была вынуждена прекратить раскопки в Сеатуне. На протяжении следующего десятилетия археологи превратились в скитальцев, перевозящих бесценные реликвии по цепи юго-западных городов, еще не подвергшихся оккупации. В 1949 году, незадолго до победы в Китае коммунистической революции, Академия Синика переехала в последний раз, на сей раз на Тайвань. Ученые увезли с собой более 1300 ящиков, содержащих большую часть археологических сокровищ Китая. С тех пор изучение династии Шан-Инь разделилось между островом и материком. До 80-х годов XX века между историками с двух берегов Тайваньского пролива не существовало прямых контактов. Американские и европейские ученые, изучавшие Шан-Инь, тоже находились в изоляции. Западные академические круги мало сотрудничали с Тайванем, а с материковым Китаем связи не было вообще. Вместо кропотливого изучения древней эпохи ученые занимались чем-то вроде академического прорицания. В материковом Китае исследование эпохи Шан-Инь чуть было не прекратилось в 1966 году с началом культурной революции. Публикации на эту тему были категорически запрещены, а археологическая станция в Аньяне закрыта. Самих же археологов обвиняли в приверженности временам феодализма. Чжэн Мэнцзя, один из самых талантливых исследователей гадальных костей в XX веке, покончил с собой. Много лет подряд национальные пропагандистские кампании превозносили Даджай, деревню провинции Шэньси, как образец сельской коммуны. Одно из достижений Даджая заключалось в выравнивании холмистой местности для улучшения условий земледелия. В 1975 году археологическая станция в Аньяне была открыта вновь, но перед археологами поставили политическую задачу – помогать местным крестьянам учиться у Даджая. И для того, чтобы древние города не были перепаханы, археологи предварительно делали пробные раскопы. Под одним из холмов было обнаружено огромное захоронение. Ему чудом удалось избежать разграбления. Это была усыпальница правительницы Фухао. Ученые впервые стояли над могилой, которая в течение 3000 лет оставалась нетронутой. Но в стране, раздираемой политическими беспорядками, на археологию средств не было. Во время раскопок 1976 года яма глубиной 7,5 метров наполнилась водой, и археологи не могли получить ясной картины расположения захоронения. В результате все свелось к спасательным работам. Местные смельчаки, глотнув хлебного спирта, ныряли в замерзшую грязь и вытаскивали древние реликвии. В раскопе обнаружили 195 предметов бронзовой посуды, причем на половине из них была гравировка с именем правительницы Фухао. 271 единица оружия, инструменты и маленькие вещицы из бронзы, а также 755 изделий из нефрита. Это самая большая нефритовая коллекция, найденная в могилах династии Шан-Инь. Кроме того, в яме было 16 человеческих и
и 6 собачьих скелетов. Коллекция бронзы, принадлежавшей Фухау, весила 1600 килограммов. По окончании раскопок был собран митинг, на котором правительницу подвергли осуждению за то, что свое богатство она приобрела, эксплуатируя пролетариат. Дело было в 1976 году. Через несколько месяцев скончался Мао Цзэдун, и культурная революция завершилась. Китайские археологи начали робко мечтать о стабильности, однако будущее преподнесло такие неожиданности, а подход к изучению династии Шан-Ин претерпел такие радикальные изменения, что всего этого не смогли бы предсказать и самые опытные прорицатели. Наряду с гадальными костями характерный предмет культуры Шан-Инь – бронзовая посуда. В Китае бронзовый век начался позже, чем на других территориях, примерно в 2000 году до нашей эры. Для сравнения, в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке он наступил на 1000 лет раньше. Но ремесленники из долины Хуанхэ быстро наверстали упущенное. Добавляя свинец в смесь меди с оловом и освоив сложный процесс литья, они начали изготавливать массивные предметы. Европейцы овладели этим ремеслом на 1000 лет позже. Самый крупный предмет посуды, найденный в Аньяне, весит 875 килограммов. Но размер не был решающей характеристикой в эпоху Шан, чей художественный стиль задал тон китайскому искусству на многие столетия вперед. Большая часть посуды Шан украшена орнаментом таотэ, который представляет собой стилизованное изображение полудуха, полузверя. Бронзу с орнаментом таотэ находили по всему Восточному Китаю. Это явилось одной из причин, по которым культура Шан-Инь воспринималась как единая династия, то есть как политическое образование, которое контролировало огромные территории. На протяжении большей части XX века китайские ученые-археологи применяли так называемую диффузионную модель в своем видении бронзового века. Цивилизация зародилась на берегах Хуанхэ и оттуда распространилась дальше. Однако в 80-х годах XX века этой модели был брошен вызов. Археологи, работающие в долине реки Янцзы, раскопали массивные бронзовые предметы, не похожие ни на одну из сделанных ранее находок. Местные специалисты утверждали, что они относятся к самостоятельным высокоразвитым культурам. Но тогда возникал вопрос, можно ли рассматривать Шан-Инь как династию в традиционном смысле этого слова. На самом деле государство Шан-Инь было очень маленьким, не больше, чем 3 речных долины. Но его культурное влияние было намного больше. Мысль о том, что за пределами долины Хуанхэ могли существовать другие высокоразвитые культуры, воспринималась политическим руководством страны с большим трудом. Вмешательство политики привело к тому, что изучение нешанских культур целенаправленно игнорировалось. Творцам китайской идеологии требовалась единая страна, как в прошлом, так и в настоящем. Раскопки в Аньяне велись десятилетиями, и за это время реликвий, относящихся к эпохе Шан-Инь, было найдено гораздо больше, нежели относящихся к другим культурам. А у единой страны должна быть единая письменность, и в этом смысле гадальные кости, предваряющие современное китайское письмо, сыграли неоценимую роль. Естественно, все гадальные надписи толковались с точки зрения правителя Аньяна, и династия Шан-Инь тем самым оказывалась в центре Вселенной. Карта Древнего Китая изменилась в 1986 году благодаря крестьянке по имени Сюй Вэньцзю. Обитательница маленькой деревушки Сансиндуй в провинции Сычуан Сюй копала вместе с односельчанами глину для кирпичей и неожиданно наткнулась на склад резных нефритовых фигурок. Внезапно весь народ вокруг бросился в рассыпную. Люди словно сквозь землю провалились, и нефрит вместе с ними, вспоминала она. Но археологи быстро взяли ситуацию под контроль, хотя, чтобы вернуть нефрит, им пришлось вызвать военную полицию.
Так обнаружилось существование еще одной древней культуры. В 2 ямах были обнаружены сотни предметов искусства. Слоновьи бивни, раковины моллюсков каури, предметы из нефрита, золота и бронзы. Особенно поразительной находкой было большое бронзовое дерево с гнутыми ветками, украшенными цветами, листьями и драконами. Вероятно, все эти вещи были спрятаны перед приближением неприятеля. Сокровища, захороненные около 1200 года до нашей эры, относились к позднему периоду правления Удина и Фухао. Однако Сансинду и Аньян находятся на расстоянии 1100 километров друг от друга, и многие бронзовые предметы из раскопок в Сансиндуе совершенно уникальны. В основном это изображения людей. В раскопах обнаружили более 50 голов, 20 масок и одну громадную 2 метра 60 сантиметров человеческую статую. Головы узкие и вытянутые с огромными глазами. Теперь уже никому не пришло бы в голову утверждать, что эти вещи происходят из Аньяна. Время монополии династии Шан-Инь прошло. В 2001 году на стройплощадке в городе Ины по провинции Сычуань рабочие обнаружили захоронения с похожими бронзовыми предметами. И все последующие находки, сделанные в этой провинции Сычуань, более чем на 1000 лет моложе сансиндуйских. При этом ученые не обнаружили ни одной записи, относящейся к эпохе Шан-Инь. И все-таки обнаруженные реликвии указывают на то, что между разными регионами Древнего Китая культурные связи существовали. Некоторые из нефритовых предметов, найденных в Сансиндуе, воспроизводят элементы орнамента, свойственного Аньяну, а кое-что из бронзовой посуды явно было завезено из региона Средней Янзы или имитирует этот стиль. Значит, в Древнем Китае существовало несколько очагов цивилизации, между которыми был налажен обмен товарами и технологиями. Обмен этот мог связывать районы весьма отдаленные и не только на территории Китая. Многие находки ставят ученых в тупик, и на свет появляются самые фантастические теории. Например, изображения на некоторых находках по своему антропологическому типу очень далеки от китайцев. У них пухлые губы, высокие скулы, широкие крылья носа или прямой нос, большие глаза и густые брови. Эту некитайскую особенность заметили еще в XVIII веке и говорили о происхождении китайского населения в результате вавилонской миграции или даже о том, что Китай был египетской колонией. Специалисты установили, что китайская бронза поразительно напоминает декор культур Центральной Америки. Не откочевали ли когда-то коренные жители Китая, протоамериканцы, через область Берингового пролива на места их сегодняшнего расселения? Не исключено также, что во 2-м тысячелетии до нашей эры китайцы плавали в Америку. Тогда проясняются описания странных пейзажей, которые встречаются в древних текстах. Многое из этих описаний соответствует ландшафту Центральной Америки. Но почему ушли не китайские жители Китая? Сохранились легенды о том, как предводитель протокитайцев, желтый правитель Хуанди, изгонял некие краснокожие племена из Центральной равнины. Так что сегодня можно говорить не только о разных культурах на территории Древнего Китая, но и о разных цивилизациях, развивавшихся параллельно, пока одна не вытеснила другую. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.